сегодняшнем видео я покажу вам, каким образом можно печатать на немецкой клавиатуре в macOS путем транслита русскими буквами. Итак, после перехода на macOS я запрограммировал собственную клавиатуру для того, чтобы печатать русскими буквами. Сделал я это при помощи программы Ukelele. Ukelele – это такой музыкальный инструмент, если кто не знал. Поэтому программа имеет символ гитары. Вот так он выглядит. Я показываю вам сейчас официальный сайт, откуда вы можете абсолютно бесплатно скачать данную программу. Но для установки именно моей раскладки программа не требуется. Она вам потребуется лишь в том случае, если вы захотите создать собственную раскладку. На момент записи видео версия у нас 3.6.0, только для операционной системы macOS. Значит, скачивается она здесь. Как обычно, устанавливаете ее. И сейчас я покажу, как это все работает. Итак, давайте немножко пробежимся по характеристикам моего компьютера. У меня компьютер Mac Studio на macOS Tahoe 26.0.1. Это моя основная операционная система. И в данный момент у меня установлена клавиатура только немецкая для Австрии, так как я нахожусь в Австрии. Теперь для того, чтобы клавиатура у нас заработала, мы с вами открываем папку и открываем установочный файл, который я обязательно оставлю по ссылке, и вы сможете его безопасно скачать. Нажимаем 2 раза, и перед нами появляется установщик. Еще раз нажимаем 2 раза. Здесь мы можем выбрать, как мы хотим установить программу для одного пользователя, либо для всех. Программа нам рекомендует установить именно для пользователя, который сейчас зарегистрирован в macOS, то есть для меня. Итак, мы с вами перетаскиваем файл сюда. Все. Установка закончена. Теперь мы можем это закрыть. Вот таким образом. И теперь давайте перейдем в настройки клавиатуры. Обратите внимание, что сейчас у меня установлена раскладка Österreichisch, это значит австрийская. Нажимаем сюда Bearbeiten. Дальше переходим в раскладку и видим стандартную раскладку macOS. Теперь нажимаем на плюс и в поиске вводим Rus. Вот можно видеть, белорусский у нас появился и русский. Теперь мы видим слово Translate. Translate — это именно моя раскладка, которую я сам создал и которая работает безупречно на любой операционной системе macOS. Вы можете, естественно, ее настроить под себя, и я вам позже покажу, как это делается. Также мы можем выбрать стандартную русскую раскладку. Русская, как на компьютере на Windows привыкли PC. И еще у нас есть перевод, тоже Translate, но для клавиатур QWERTY. Как вы знаете, если вы находитесь в Германии либо в Австрии, у нас клавиатуры QWERTZ, то есть на конце у нас Z. Мы с вами добавляем Translate, у нас появляется 2 вида ввода. На это сообщение не обращайте внимания, потому что здесь пишется, что якобы это небезопасная клавиатура. Здесь все безопасно, я вам гарантирую. Нажимаем Fertig, закрыть. И теперь у нас появилась вот австрийская и Translate. Все, переключаем. И давайте мы сейчас что-нибудь напишем. Привет всем. Все, клавиатура работает у нас. Давайте откроем текст Edit. Так, создать новый документ. И сейчас я увеличу шрифт, чтобы можно было красиво это все разместить. Пробуем. Например, смотрите, ребят, если я пишу сейчас на австрийской раскладке слово «привет». Привет. Всем. Я пишу по-русски. Точка. Значит, смысл программы в том, что сейчас я напишу тот же самый текст, только на своей клавиатуре. Ctrl и пробел. Все, вот оно переключилось. Естественно, можно переключать здесь сверху тоже, кому как удобнее.
Пишу своей клавиатурой. Привет всем. Я пишу по-русски. Вот так это работает, ребят. Очень просто. Давайте я вам покажу еще. Здесь вот у нас есть такая функция. Показать на весь экран клавиатуру. И мы с вами можем видеть, получается, Translate переводит каждую букву. То есть у меня, если вот читать кверц у нас Я, Ж, Р, Т, З. То есть он полностью переводит все буквы. Также мы нажимаем Shift, соответственно, и у нас заглавные буквы переключаются. Но здесь есть небольшая ошибка в этой программе. Особенность данной раскладки в том, что я ее создавал на оригинальной клавиатуре от компании Apple, алюминиевая, с цифровым набирателем сбоку. И потом позже я заменил на клавиатуру старого образца, это Logitech K750, которая работает на солнечных панелях, которая мне больше нравится всего. И почему-то программа стала показывать неправильно, отображать символ. Вот этот твердый знак, на самом деле, он у нас находится здесь ниже. Я сейчас чуть позже покажу именно на физической клавиатуре, как это выглядит. И если мы, смотрите, меняем, допустим, раскладку. Вот у нас австрийская. Пожалуйста, вот. Как обычно. И как настоящая обычная клавиатура. То же самое. Вот, обратите внимание, моя клавиатура Logitech K750, которая предназначена для macOS специально. Она очень старая, 2011 года выпуска, но она до сих пор работает идеально просто. Как я уже говорил, у нас отличие символов. Если мы нажимаем сюда, вот на вот эти вот стрелки, то здесь появляется твердый знак у меня. Почему-то в программе он показывается как вот здесь вот сверху, где единица, и вот этот у нас вот градус, или что это, да, градус. Вот на этой кнопке. То есть, если вы установите программу, она у вас будет корректно, нормально нажиматься, без проблем, но почему-то именно в самой системе определяется по-другому. Если у вас оригинальная клавиатура от Apple, то тогда будет все отображаться корректно. Вот. Так что принцип вот очень простой. Я изначально не хотел покупать какие-то дополнительные буквы клеить сюда, там что-то там нарисовывать или там, допустим, менять вот эти каждую клавишу, потому что это очень дорого и затратно и муторно, в общем. Поэтому я решил просто сам запрограммировать собственную клавиатуру. Я это делал на Windows также. Если будет кому интересно, я покажу, как на Windows это работает. Там, в принципе, то же самое все, но там чуть-чуть другая программа. И благодаря моей раскладке вы можете спокойно печатать на русском языке на немецкой клавиатуре. Очень удобно работает, я рекомендую всем. Теперь, в случае, если вы смотрите меня, например, с другой стороны, если у вас отличается от немецкой клавиатуры, вы всегда, естественно, сами можете ее поправить. Это делается очень просто. Программа Ukulele уже у нас установлена. И давайте я покажу, как это делается. Смотрите, мы запускаем программу. Вот она, гитара наша. Окно с пустой клавиатурой мы сразу закрываем. Я не знаю, для чего это разработчики придумали, но это абсолютно ненужная функция. Убираем ее. Теперь заходим в файл, открываем Open. Мой файл, который я предоставлю, который вы скачаете. Russian Translate AT-DE. Открываем. И у нас появляется следующее окно. Ребят, программа очень сложная. Я не буду вдаваться в подробности, как она именно работает. Реально, я потратил очень много часов, чтобы изучить эту программу. Мы сейчас просто с вами смотрим основы, как это делается вообще. Выделяем мою клавиатуру Translate. Нажимаем 2 раза. И у нас появляется вот такая замечательная клавиатура. То же самое, что я сейчас только что показал в черном цвете. Теперь, в случае, если у вас буквы отличаются, например, вы хотите вместо «ё» какую-то другую букву вставить, вы просто нажимаете 2 раза, вот так вот, и вставляете, например, букву «Л», например, или, я не знаю, там какую-нибудь «Х», допустим. Нажимаете «Done», все. Вот видите, она у нас изменилась.
То есть проверяете Shift, чтобы все работало. Также проделываете эту работу с Shift. И, в общем, можете почитать потом инструкцию, как это правильно все делается на официальном сайте, перевести ее там с английского на русский. Вот. Я вам показываю просто основы, как это вот все меняется. Например, Shift зажимаем. Вот у нас Ё. Давайте Х сделаем такую большую. И здесь мы сделаем Х маленькую. Я тут немножко неправильно сделал. Да, вот. То есть, вот видите, Х у нас стала латинская. И мы можем вот так вот увеличить. Все, вот она, Х. Все работает. Теперь, ребят, если вы хотите сохранить проект, вам необходимо просто зайти сюда в файл и нажать Save. Еще важный момент. Если вы хотите пересобрать клавиатуру и, например, поделиться с вашими знакомыми, близкими, друзьями, чтобы создать установочный файл, нам нужно просто кликнуть сюда, вот на это окно, зайти опять сюда, файл. И у нас есть такая интересная функция Export Installer Disk Image. Мы его нажимаем. Например, я дописываю просто цифру 1. Так, выбираем, где сохранить. Так, рабочий стол. И жмем сохранить. Программа автоматически создает нам установочный диск, то есть копию специальную программы, для того, чтобы мы смогли установить ее на разных компьютерах, точно так же, как мы сделали это в начале видео. Где она у нас сохранилась тут? Да, вот. Пожалуйста, вот. У нас установочный файл успешно сохранен, DMG, и теперь мы можем его отправить, допустим, по WhatsApp, либо по каким-то сообщениям, по имейлу. Человек, который откроет этот файл, он сможет также установить эту раскладку и печатать без всяких проблем. То есть это очень удобно и очень просто. Надеюсь, видео было полезным. Если у вас возникли какие-либо вопросы, то обязательно пишите в комментариях. Не забывайте ставить лайк или, сейчас новая функция появилась, хайпнуть видео, если вы смотрите это видео с телефона. Всем спасибо за внимание и всем пока.